Привет, я Ира и добро пожаловать в влог интроверта. Сегодня довольно спонтанное видео. Недавно я получила вот такое вот письмо из Италии от Стефано и решила рассказать о том, что же в нем интересного. Ну, естественно, я не удержалась, открыла и посмотрела, что же внутри. И то, что там, и как это все сделано и подано, мне очень понравилось, и я решила поделиться с вами тем, как это сделано. В общем, получаю я конверт на почте. Такой вот довольно объемный. Открываю, и что я там вижу? Я вижу там еще 2 конверта. Уже интересно. В большом конверте я вижу еще очень много маленьких конвертов разного размера. Из журнала по... Ой, даже что-то сыпется уже. Наверное, об искусстве или, как я понимаю, о филателии или нумизматике. В общем, тематическая история. В общем, вот такой вот самодельный большой конверт. И что же в нем? А в нем мы видим, ну, например, вот такую вот марку. Это марка выпущена к Рождеству 1976 года, и на ней картина Роберто де Фредди «Поклонение волхвов». Дальше вот такая вот прекрасная марка 200 лет оперному театру Ла Скала. Картина Джузеппе Арчимболди «Зима». Вот такая вот марка прекрасная. Выпущена в 1977 году. Еще 2 марки, которые были в этом конверте, посвящены развитию почтовой службы и выпущены в день почтовой марки. Вот первая вот с такой замечательной иконкой. Она выпущена в 1961 году, а вторая марка с поездом выпущена в 70-м. Вот такая вот марка. Эта серия выпускается с 1959 года, и всего в ней на сегодняшний день более 50 марок. Вот такая вот интересная история. Продолжаем. Второй большой конверт. Вот так вот он выглядит. И в нем так, больше там ничего нету. Продолжение к серии, выпущенной в день почтовой марки. Это марка 1978 года. И из этой же серии марка тоже 1978 года. Должна быть 3-я, значит. Вот она, 3-я марка 1978 года, выпущенная в день почтовой марки. Дальше картина итальянского художника Караваджо
Оп. Так вот выглядит эта марка. Дальше здесь две марки серии Фонтаны. Одна из них с самым большим, самым известным, наверное, в Риме фонтаном на площади де Треви. А вторая фонтан, сейчас. Фонтан Притория. Вот так вот выглядит марка. Выпущена эта серия в 1973 году. Дальше я вижу серию из 4 марок с кораблями. Это серия «Итальянское кораблестроение». О ней я, наверное, расскажу подробно попозже. Выпущена она была... А в каком году здесь не написано почему-то? Или я просто не могу найти? Ну, по-моему, в 78-м, если мне не изменяет память. Но про нее я расскажу подробно. Вот здесь вот такие вот красивые кораблики, которые рассказывают о судостроении в Италии. И последняя марка из этого конверта, и на ней известный итальянский дирижер. Тоскани. Марка выпущена к столетию со дня его рождения в 1967 году. Вот так вот выглядит эта марка. Дальше тут уже что-то уже даже начало высыпаться наружу. Так, что же это? Это знаменитая поэтесса Италии, лауреат Нобелевской премии. Марка выпущена к ее столетнему юбилею в 1971 году. А зовут ее Грация Доледо, что и написано на этой марке. А вторая марка, которая пытается отсюда вылезти, это еще одна марка с картиной Караваджо. Выглядит она вот так. Продолжаем, что там нас ждет еще интересного. Это марка, посвященная 20-летию итальянского сопротивления, то есть 20-летию освобождения Италии от фашизма. В этой серии, по-моему, 3 марки. Выпущена она в 1965 году. Дальше. Вот такой вот прекрасный альпийский горный козел из серии с национальными парками. Дальше на марке сицилийский итальянский писатель, который писал в своих романах о жизни на Сицилии. В этой серии 2 марки. И выпущена она в каком году? В 1972-м. К 50-летию со дня смерти писателя. Продолжаем. Вот вторая марка с писателем. Теперь серия точно полная. Дальше у нас еще одна марка, посвященная Дню почтовой марки. И выпущена эта марка была в каком году? В 1962-м.
так вот выглядит эта марка. Это уже какая? Получается, раз, два, три, четыре, пять, шестая. Из этой серии «Освобождение Италии от фашизма» 1965 года. И, по-моему, здесь все. Дальше пошли вот такие вот конверты поменьше. И что у нас здесь такого любопытного? А здесь две марки из, наверное, одной из самых больших в Италии серий, которая посвящена итальянским достопримечательностям. Конкретно эта марка выпущена в 1991 году, а вторая, которая лежала в этом конверте, выпущена тоже в 1991. Вообще в этой серии более сотни марок, она выпускается по сей день, мне кажется. Ну, по крайней мере, последние марки, которые я из нее видела, были 2019 года. А первые выпущены в 1974. Вот такие две красивые марки. А следующее, что нас там ждет? Продолжение серии с достопримечательностями. Я даже думаю, поскольку их много, может быть, про них снять отдельное видео. Я уже немножко посмотрела эти марки, и здесь марок с достопримечательностями более 40 штук. Возможно, я сниму про них отдельное видео. Еще из интересного здесь есть марка, посвященная столетию похода Гарибальди. Гарибальди и его 1000 краснорубашечников помогли победе итальянской революции, когда прибыли на Сицилию в 1860 году. Вот такая вот марка. И вторая марка, которая была в этом конверте, это вторая из серии, посвященной чемпионату по баскетболу. Одна из них уже здесь такая была. Вот она, первая из этой серии. Всего их две. Дальше. Это вторая марка из серии про поход Гарибальди. Здесь как раз указаны слова манифеста, который он произнес, когда сошел на берег Сицилии. И вот вторая марка из этого конверта — чемпионат Европы по легкой атлетике 1974 года. И последний в этой части конверт. На ней вторая марка из серии чемпионат по легкой атлетике, выпущена в 1974 году. И последняя, третья марка, посвященная походу Гарибальди и его 1000 краснорубашечников. Вот третья марка из этой серии. Ну и остался маленький конверт, который второй был. Вот это все достопримечательности Италии, которые из этой самой большой серии, которая выпускалась с 1974 года. Вот такие вот красивые марки. Но я думаю, их очень много здесь, и о них я, правда, сниму отдельное видео. А вот здесь вот прекрасный такой блок с орхидеей, выпущенный в 2014 году. Очень красивый цветок. Спасибо большое. Очень мне понравилось. Я очень рада. Очень была рада получить такую красоту. Даже не вмещается, куда это пристроить. Столько марок даже не влезает в кадр. Вот как-то так.
И это еще не все. Еще вот здесь вот много-много-много всего. В общем, вот такая вот красота пришла мне недавно из Италии. Спасибо большое, мне было очень приятно. Надеюсь, марки, которые я тебе отправила, тебе тоже очень понравятся. И это наш будет не последний обмен. Ну и на сегодня это все. Если что-то интересное, я могу подробнее рассказать об этих марках, пишите в комментариях. И спасибо за внимание. С вами была я, Ира. До новых встреч в влогове интроверта.